Всем доброго времени суток, меня зовут Надежда, приветствую вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такие простые тапочки-следочки на возраст 3-4 месяца для детей. Вяжутся очень просто, справится даже начинающая рукодельница. Вяжутся платочной гладью, платочная гладь вяжется с лицевыми петлями. Поэтому справятся все абсолютно. Для опытных мастериц будет такая моделька своего рода подсказкой. Если интересно, как вязала ее я, оставайтесь со мной, а я покажу. На спице самым обычным способом, методом длины в хвост, набираем 3 петли. Набрали, разворачиваем на обратную сторону и вяжем первый ряд. И здесь мы провязываем 3 петельки обычным способом. Первую петлю снимаем, одну петлю провязываем лицевой, третью петлю, она же у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной. И разворачиваем на обратную сторону. Вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем. В этом ряду мы делаем прибавки. Делаем один накид. Одну петлю провязываем лицевой. Один накид. Кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы уже прибавочку не делаем. Первую петлю снимаем как кромочную. Далее накид, который мы провязывали, мы его провязываем лицевой петлей за заднюю стенку, делая петлю как бы скрещенной петлей. Далее провязываем лицевую одну петлю и провязываем прибавку наш накид за заднюю стенку петли, делая ее скрещенной. Провязали. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Провязали, разворачиваем вязание на лицевую сторону и далее вяжем следующим образом. Также, в принципе, да, делая в лицевых рядах прибавки, в изнаночном ряду эти прибавочки провязываем за заднюю стенку, делая накид скрещенной лицевой петлей. И так провязываем до тех пор, пока у вас на спице не образуется 19 петель. Довязали до того момента, когда у вас образовалось на спице 19 петель. И теперь провязываем 2 ряда, один лицевой, один изнаночный. Просто все петли лицевыми, последние кромочные у нас будут изнаночными. Провязываем 2 ряда и возвращаемся, будем менять цвет. Провязали мы 2 ряда еще лицевой гладью, платочной, точнее, гладью, лицевыми петлями, да. И теперь мы меняем цвет нашей нити на красный. Меняем его следующим образом. Если мы первую кромочную петлю снимали, то при смене цвета мы ее провязываем одной лицевой петлей. Именно в данный моменте при смене цвета только. Далее мы ее будем провязывать как кромочную, как и провязывали, и снимать. Здесь протянули, нить фиксируем, чтобы у нас петля не была расхлябанной, да. Вот здесь эту подтягиваем, здесь хвостик я фиксирую следующим образом. Следующую лицевую петельку я просто провяжу одной петлей, да, такой основную нить вместе с нашим хвостиком, получившимся красного цвета. Вот, провязала. Теперь вот этот хвостик я убираю на изнаночную сторону и просто вяжу дальше лицевыми петлями, как и вязала. Это мне помогает в дальнейшем спрятать удобнее хвостик, и он тогда меньше будет вылазить. И удобнее, в принципе, прятать. И так вяжем до конца ряда лицевыми петельками. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей.
Один лицевой ряд я провязала нитью красного цвета. Всех мне надо провязать 44 ряда, включая уже провязанный, да, еще плюс 43 получается. В эти 44 ряда войдут как лицевые ряды, так и изнаночные ряды. Итого 22 лицевых, 22 изнаночных. Поскольку мы вяжем платочную гладь, платочная гладь вяжется исключительно лицевыми петлями, как изнаночные ряды, так и лицевые ряды. Провязываем 44 ряда нитью красного цвета, в моем случае у вас может быть нити другого цвета, и возвращаемся, будем формировать в обратную сторону, противоположную уголочка, только уже с убавками. Я провязала 44 ряда, и теперь обратно меняю цвет на сиреневый. Смену цвета мы производим методом провязывания первой кромочной петли. Мы ее провязываем лицевой петлей при смене цвета. Провязали, хвостик фиксируем, чтобы не растянулся. Далее вместе с хвостиком получившимся я провязываю следующую одну петлю лицевую. Хвостик наш убираем на изнаночную сторону и довязываем ряд до конца. Провязываю сиреневым цветом 2 ряда. Один лицевой, один изнаночный. 2 ряда сиреневым цветом у меня провязано. Теперь вяжем лицевой ряд, и в котором уже делаем убавки. Первую петлю мы снимаем. Далее делаем убавку. Убавку делаем следующим образом. Мы ее провязываем 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Провязали. Далее вяжем лицевыми петлями до конца ряда, не довязывая 3 петель. Вот 3 петли у меня осталось вместе с кромочной. Дальше теперь делаем здесь еще одну убавку. Мы 2 петли предпоследние провязываем вместе одной лицевой с наклоном вправо. Провязали. Кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд. Изнаночный ряд вяжем полностью лицевыми петлями. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы убавку уже не делаем. Довязали изнаночный ряд до конца, разворачиваем на лицевую сторону. И таким образом мы уже убавляем петельки до момента получения 3 петель. Если с этой стороны мы прибавляли петли, то теперь аналогичным образом, как мы сделали убавки в предыдущем ряду, мы убавляем петельки, пока у вас не останется 3 петли. Оставшиеся 3 петли закрываем. У меня получились для пинеток вот такие 2 заготовки. Перед тем, как сшивать их, я убрала, попрятала хвостики. Можно убирать хвостики любым удобным для вас способом прятать. Мне так удобнее запрятать их перед тем, как сшить. Вы же можете сшить пинетки, потом только запрятать кончики. Здесь как вам удобно. Сшивать я буду по изнаночной стороне. Изнаночная сторона отличается, смотрите, с чем. Лицевая сторона у нас без вот этих вот дорожек сиреневых. Изнаночная вот с такой дорожкой. Сшиваем любым удобным для вас способом. Я буду это делать крючком, имитации фабричного шва. Ссылочку оставлю под этим видео. Вы же можете применить тот способ сшивания, который удобен вам. Сиреневую часть сшиваем сиреневой нитью, красную часть красной нитью. Я пинетки уже сшила, выглядят они вот так. В дополнение макушку я обвязала столбиками без накида, цветом сирени, да, сиреневым.
И красной нитью я связала дорожки крючком, да, при помощи набора обычных воздушных петель по 30 петель, сформировала такие имитированные бантики и пришила обычной швейной нитью. Здесь, в принципе, с украшением данных пинеток можно варьировать. Обвязку можно делать абсолютно любой, как столбиками, так и рачьим шагом, можно поиграть с любой другой обвязкой. В принципе, можно ее и не делать. Вместо этих бантиков, например, можно пришить маленькие помпончики, либо бусины. Но бусины я не рискнула, поскольку пинетки связаны на 3-4 месяца, и не рискнула я пришивать именно бусины. Но для детей более старшего возраста, которые уже ходят, в принципе, почему бы и нет. Поэтому с обработкой можно поиграть. Как вам понравится больше, пробуйте на ваш вкус. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.